Москва и Вашингтон в унисон требуют капитуляции. У Путина своя цель, у Трампа своя. Заявление России и США. Кто должен склонить голову? Путин провел экстренные закрытые переговоры без прессы, тет-а-тет и без анонса. Кто прилетел в Москву со срочным визитом? Срочное обращение украинских военных к США. Просьба о помощи в подавлении сил российской армии. В Вашингтоне отвечают согласием. Джентльменское соглашение между Киевом и Москвой. Кремль заявляет о завершении перемирия уже через несколько часов. Заявление Госдумы об ударе возмездия. Зеленский ждет ответа от Москвы. Отношение украинцев к Трампу, Путину и Си. Бунт в парламенте. Страшная безработица в Германии. Лазерное ПВО для НАТО и Киева. И с рук для немца за Путина с кровавыми руками. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. Столицу деколонизировали. В музее войны рядом с памятником «Родина-мать» в Киеве демонтировали памятную русскоязычную фразу, посвященную советским солдатам, погибшим в годы Второй мировой. Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны. В Минкульте опубликовали снимки, на которых видно, что буквы лично демонтирует молотком директор музея Юрий Савчук. По его словам, подобным советским надписям не место в Украине, поскольку они ретранслируют нарративы Кремля и служат обоснованием российской агрессии. Продолжаем процесс деколонизации и очищения музейного пространства от русскоязычных надписей и советских идеологических наслоений. Это важный шаг к устранению пропагандистских маркеров тоталитарного режима. Мы последовательно освобождаем публичное пространство от имперских нарративов. Бунт в парламенте. В Чехии не могут убрать с должности политика, который распорядился сорвать украинский флаг со здания парламента в Праге. Оппозиция четвертый раз пыталась протолкнуть в повестку дня обсуждение отставки скандального спикера Томио Окамуры. Критика в адрес Окамуры усилилась после его новогоднего обращения к народу. Тогда Окамура выступил против военной помощи Киеву и членства Украины в ЕС. По данным местных СМИ, попытки оппозиции сместить Окамуру начались на прошлой неделе. Депутаты-оппозиционеры заявляли, что намерены по очереди сменять друг друга как фигурки пражских курантов, чтобы добиться отставки спикера. Премьер-министр назвал заседание по вопросу недоверия ненужным, указав, что у оппозиции нет достаточного числа голосов для свержения кабинета. «Мы должны указывать на проблемы, которые вы ежедневно создаете», ответил председатель фракции ТОП-09 Ян Якоб. Польша закрывает небо. На границе с Белоруссией и Россией появятся новые системы ПВО на сумму в 4,3 миллиарда долларов. Контракты уже подписаны с норвежской компанией, которая должна предоставить системы защиты в течение 2 лет. Это радары, средства радиоэлектронной борьбы, пулеметы и другие средства поражения, объединенные в единую сеть. Дональд Туск назвал проект абсолютным прорывом. По его словам, именно ПВО остается самым уязвимым элементом, и именно его теперь срочно закрывают. В Минобороны Польши заявили, что новая система сможет реагировать не только на дроны, но и на самолеты и вертолеты. Проект стал частью инициативы «Восточный щит» и будет финансироваться через программу ЕС SAFE. Сегодня мы становимся свидетелями абсолютного прорыва в эффективной и действенной обороне восточной границы Польши, Европы и НАТО. И это касается ее самого уязвимого элемента – противовоздушной обороны. Прежде всего, обороны от современных методов агрессии, с которыми мы уже столкнулись в тот роковой день 10 сентября, когда Польша подверглась атаке флотилии российских дронов. Срочное обращение Минобороны Украины к США. Военные просят помощи у Америки для подавления сил России. И украинские военные заявляют об успехе. Илон Маск вступает в игру. Американский миллиардер ответил Киеву на экстренный запрос – решить проблему, которая появилась совсем недавно. Сделать так, чтобы российская армия не могла использовать спутниковый интернет Starlink для запуска дальнобойных ударных дронов по Украине. CNN пишет, что формально Starlink запрещен в России из-за санкций, но Москва, как утверждается, закупает терминалы через третьи страны и сейчас достигла определенных военных успехов в использовании этих терминалов. Дроны потенциально могут лететь теперь дальше Украины, говорится в материале. Использование Starlink позволяет Москве обходить украинские средства радиоэлектронной борьбы, которые выводят дроны из строя путем подавления GPS-сигналов и радиоканалов управления. Ранее Россия обходила такие глушилки, применяя дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю. Однако такие аппараты, хотя и не поддаются электронному подавлению, ограничены по дальности длиной кабеля.
Лазерное ПВО может вскоре получить Украина, если найдутся те, кто его оплатит. Европа срочно вооружается лазерами. Австралийская компания EOS выводит в НАТО боевые лазерные системы Apollo, способные уничтожать до 30 дронов в минуту, а в перспективе до 50. Вместо ракеты взрывов невидимый и бесшумный луч, который прожигает беспилотник. Цена выстрела от 1 до 5 долларов, тогда как ракета ПВО стоит до 500 тысяч, что полностью переворачивает экономику противовоздушной обороны. Украина официально запрашивала эти системы, но не может их оплатить, а западноевропейские страны не готовы финансировать поставки, предпочитая сначала испытать лазеры у себя. Большинство наших западноевропейских партнеров прямо говорят: сначала мы хотим испытать и проверить такие системы у себя. А уже потом, когда они будут доказаны, и мы научимся ими пользоваться, мы будем готовы передать это дорогостоящее оборудование Украине. Спокойное отношение к Трампу и ненависть к Путину. Украинцы ответили, как относятся к лидерам США, России и Китая. Согласно данным международного опроса End of Year ассоциации Gallup International, которая в Украине третий год подряд проводит социологическая группа Рейтинг Групп и которая охватывает 61 страну мира, американский президент пока на первом месте по уровню относительной лояльности к нему. Итак, к Трампу украинцы относятся скорее негативно. 47% респондентов оценивают его именно так. Еще 25% очень негативно, при этом 22% опрошенных высказывают позитивное отношение. Интересная деталь: наиболее благожелательно к Трампу относятся молодые мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Китайский лидер Си Цзиньпинь в Украине симпатии почти не вызывает, 80% негативных оценок, причем половина из них жесткие. И лишь каждый 10-й украинец относится к нему положительно, и столько же колеблются. А вот с Путиным интриги нет. Абсолютно. 99% украинцев относятся к нему негативно, показатель близкий к абсолютному. При этом в мире картина сложнее. В среднем 2/3 респондентов тоже воспринимают Путина отрицательно, но не везде одинаково. В мире он также воспринимается преимущественно негативно. Так считают в среднем около 2/3 респондентов в 58 странах. Наиболее негативно Путина оценивают в странах Северной Европы, Эстонии, Республике Корея, Нидерландах, Польши, Японии и Испании. Более позитивное отношение к Путину демонстрируют респонденты в Сербии, Индии, Азербайджане, Южной Африке, Таиланде, Армении, Кении, Мексике, Малайзии и Эквадоре. Пауза между Украиной и Россией, которую назвали энергетическим перемирием, это джентльменское соглашение между переговорщиками Киева и Москвы, которое было оговорено в Абу-Даби во время переговоров на прошлой неделе. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. И если раньше западная пресса писала, что предложение о перемирии – это американская инициатива, то на этот раз в материалах говорится, что это запрос Украины, на который положительно ответила Москва. Советник Офиса президента Украины сообщил, что Киев запросил паузу в ударах на встрече с российскими переговорщиками в минувшие выходные, и что российская сторона согласилась, но не закрепила это письменно. Остается день до нового раунда переговоров, но уже в субботу, 31 января, по данным Рейтер, спецпредставитель Путина Дмитриев побывает в Майами, где у него запланирована встреча с американцами. Напомню, что делегация США в следующем раунде переговоров может не участвовать. Переговоры Уиткофа не приблизили конец войны, они лишь продлевают ее, создавая бесконечную войну. Об этом уже пишет издание The Hill. Авторы материала – американский полковник в отставке Джонатан Свит и Марк Тодд, специалист по нацбезопасности и внешней политике. Они считают, что у Трампа есть все карты, чтобы закончить войну, но для этого эту колоду надо разыграть против России. В частности, Трамп должен заставить Путина отдать приказ не стрелять, отказаться от территориальных претензий на территории Донбасса, которые армия РФ не взяла под свой контроль, и согласиться на размещение европейских миротворческих войск на территории Украины, что ранее Москва уже отвергала. Для реализации этого плана США должны применить военную силу, говорится в материале. С высокой вероятностью это потребует применения военной силы. Начать следует с введенной НАТО бесполетной зоны над Западной Украиной, достаточного вооружения Киева для разгрома российских войск в Украине и уничтожения способности Москвы финансировать и поддерживать войну. Все, что меньше этого, означает бесконечную войну команды Трампа в Европе. Зеленский накануне уже заявил: Донбасс из АЭС Украина не сдаст без боя. Банковая также ждет ответа от Путина на приглашение Зеленского приехать в Киев. А сам Зеленский заявляет: Россия выполняет обещание Трампа не бить по энергетике. Однако не полностью. Зафиксирован один удар по газоинфраструктуре в Донецкой области. Другие же атаки не прекратились. Киев готов к ответу. Американская сторона говорила о воздержании от ударов по энергетике в течение недели. И в ночь на сегодня отсчет начался.
Конечно, все зависит от партнеров. Прежде всего от Соединенных Штатов. И от того, как все это пройдет. Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили ударов по российским энергетическим объектам. Российская Минобороны при этом заявила, что за 30 января над Россией было сбито всего 4 дрона над Курской и Брянской областями, Крымом и над акваторией Черного моря. В Кремле же дали понять, 31 января – это последний день перемирия. Речь уже не идет о неделе. Судя по словам Пескова, неделя заканчивается в субботу ночью. Очевидно, намекая на то, что разговор с Трампом о неделе перемирия был еще 7 дней назад, и срок истекает будущей ночью. А значит, Путин вновь отдаст приказы о дальнейшей атаке. К тому же Москва говорит, что мораторий на удары не связаны с морозами. Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров. Хочу только еще раз акцентировать. Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров. А можно уточнить, пожалуйста, Уточнить. до 1 февраля включительно или не включительно 1 февраля? До 1 февраля. В Госдуме при этом обвинили Зеленского в том, что после своих заявлений он создает угрозу для украинцев, его вновь призвали капитулировать и выполнить условия Трампа и Путина, а значит вывести войска из Донбасса. Это условие ранее в Киеве называли планом капитуляции. Иначе Москва обещает удар возмездия. Единственный для него путь – следовать договоренностям президента Путина и президента Трампа, достигнутым в Анкоридже. Наши войска наступают. Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия – оружия возмездия и достижении целей специальной военной операции. А теперь маленькое отступление. В последние дни среди комментаторов очень много агрессивных подстрекателей, провокаторов и тех, кто распространяет риторику насилия, в том числе в отношении мирного населения. Все вы моментально летите в бан, как минимум из-за правил платформы. Оставьте свою грязь, пожалуйста, на своих диванах, с которых вы пишете, и не желайте другим смерти. В то же время искренне хочу сказать спасибо всем адекватным и не кровожадным зрителям за то, что не множите зло. А я продолжаю. Путин срочно провел закрытые переговоры без прессы, тет-а-тет. В Москву на личную встречу с Путиным прилетел секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани. Эту информацию подтвердил Песков, однако подробности переговоров не разглашаются. Визит Лариджани не анонсировался и состоялся на фоне растущей напряженности вокруг Ирана из-за возможного удара США. Примирительная сделка, которую Трамп предлагает Ирану, это удар ниже пояса, фактически капитуляция для действующего режима, пишет Financial Times. Речь о полном сворачивании ядерной программы исламского государства. Аналитики отмечают, что Иран настаивает на переговорах с США на равных и не хочет выглядеть так, будто он ведет диалог под давлением или с позиции слабости. По словам дипломатов и аналитиков, Трамп требует, чтобы Иран навсегда прекратил обогащение урана, согласился на ограничение своей программы баллистических ракет и прекратил поддержку региональных вооруженных группировок, включая Хезболлу в Ливане и хуситов в Йемене. К Ирану приближается огромный флот США, больше того, который был стянут к берегам Венесуэлы. Об этом накануне заявил Трамп. При этом американский президент ждет капитуляции от Тегерана. По его словам, если сделка между сторонами состоится, ситуация закончится хорошо. В противном случае, предупреждает Трамп, посмотрим, что произойдет. Я не хочу обсуждать, я не хочу говорить ни о чем, связанном с военными действиями. Но у нас там чрезвычайно мощный флот. У нас самые мощные корабли в мире. У нас самая мощная армия в мире с огромным отрывом. Мы это уже неоднократно демонстрировали. Тем временем Армандо Трампа в полной боеготовности уже разминается над Аравийским морем. Накануне командование Вооруженных сил США сообщило о тренировочных полетах истребителей-бомбардировщиков. Истребитель «Супер Хорнет» из 151-й эскадрильи ударных истребителей взлетает с палубы авианосца «Абрахам Линкольн» во время выполнения плановых полетов в Аравийском море. Авианосец «Абрахам Линкольн» дислоцирован для поддержки безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока. Немцу грозит 10 лет колонии за Путина с кровавыми руками. В России заочно судят Жака Тилли, немецкого скульптора, который создал для карнавала в Германии более 10 сатирических образов Путина. Один из них – Путин в кандалах и тюремной робе. Другой – Путин, купающийся в ванне с красной жидкостью и раскрашенной в цвета украинского флага. Уголовное дело в отношении немца рассматривает Басманный районный суд Москвы, сообщают СМИ.
Тилли обвиняет в оскорблении чувств верующих и распространении военных фейков. Автор скульптур считает, что обвинения смехотворны, говорит, что узнал, что в России на него завели дело от знакомых, напрямую звонков или сообщений из Москвы не было, отказываться от любимой работы немец не собирается. Все скульптуры, подчеркивает Тилли, делал осознанно, и их смысл сохраняется до сих пор. Конечно, это фарс, это не правовое государство, российская судебная система — черный ящик. Я не могу туда заглянуть, не знаю, сколько этот процесс будет длиться. Максимальное наказание, как писали в прессе, до 10 лет лагерей. И все это за изготовление картонных фигур. Для меня это абсолютно несоразмерно. Берлин теряет контроль, рынок труда замер, безработица в Германии взлетела до максимума за последние 12 лет. Число безработных превысило 3 миллиона, сообщает Федеральное агентство по труду. В январе этого года официально остались без работы почти 180 тысяч жителей ФРГ. Импульса почти нет, признала глава агентства по труду Андреа Налес. Однако, по ее словам, у этого негативного показателя есть логичное объяснение. Все дело в сезонности. В начале года уровень безработицы традиционно растет, так как в конце года истекают многие временные трудовые договоры. А в таких зависимых от погоды секторах, как строительство, сельское хозяйство и туризм, сокращается занятость. Картина неоднозначная. Ситуация плохая, но и не драматичная. В этом смысле можно сказать, что Германия в сравнительном плане пока достаточно неплохо проходит этот кризис с точки зрения рынка труда. Однако сейчас действительно необходимо добиться перелома в 2026 году. Лопата вместо косметики. Лукашенко раскрыл секрет красоты белорусских женщин. Во время встречи с работниками одного из промпредприятий Минска он поделился собственным бьюти-лайфхаком, пишет его пресс-служба. Вместо различных уходовых процедур, медовых обертываний, говорит Лукашенко, надо взять лопату в руки и чистить улицы от снега. Напомню, 26-й год Лукашенко объявил годом белорусской женщины. Самый лучший мед для красоты – это лопата в руки и чистить снег. Поверьте, это самое лучшее средство. Тогда вы всегда будете молодыми и красивыми. Друзья, вновь и вновь говорю всем вам спасибо за вашу поддержку, хороших новостей, дня и настроения. И до встречи, как всегда, уже завтра.